Ребятки, всем привет! Ну вот мы и покидаем Мальдивы, отправляемся мы в Таиланд, и сейчас мы вылетаем с Мале в Бангкок. Лететь нам 4,5 часа. Сразу садимся на однодневный карантин, но об этом чуть позже расскажем. А пока что в полет. Масочки одели, пристегнулись, полетели. Для многих наших зрителей из России после ухода именитых компаний с российского рынка остро встал вопрос, где же теперь бронировать авиабилеты и отели. Мы уже не раз вам рассказывали о компании One2Trip. One2Trip – это онлайн-сервис для организации путешествий, который позволяет найти и забронировать номер в отеле, ЖД, авиа, автобусные билеты и многое другое. Все это можно сделать как на сайте, так и в удобном приложении, где собрана огромная база как российских, так и зарубежных отелей, которые, кстати, по-прежнему можно оплачивать любыми картами российских банков. Из приятностей. Первое. Скидки до 37% на бронирование отелей после покупки билета. Второе. 15% кэшбэк при оплате бронирования их travel-карты. Карту можно выпустить прямо в приложении за 1 минуту по номеру телефона и получать кэшбэк на любые заказы. Удобно, доступно и выгодно. Все, что нужно сейчас. Пользуйтесь на здоровье. Ну и ссылка, как обычно, в описании. Ну что, друзья, вот мы и прилетели, наступил следующий день, и сейчас мы поделимся короткой информацией, как мы вообще попали в Таиланд. Мы приехали по системе Test and Go. Это если есть вакцина, то по Test and Go можно приехать с карантином всего лишь в 1 день. Но я думаю, что в ближайшее время идет такая тенденция, что все потихонечку снимают ограничения. Я думаю, в ближайшее время, может быть, месяц, 2, 3, 4, даже эти системы все уже уберут, и можно будет приехать в Таиланд просто как обычно. В общем, что нужно для того, чтобы приехать по системе Test and Go? Нужно сделать себе Тай-пас заранее. Это такой документ, по которому сейчас все туристы въезжают в Таиланд. Мы оставим ссылку на сайт, где его можно оформить. В принципе, все просто. Вам нужно буквально страховка. Но, кстати, российские, белорусские и украинские вроде бы не работают, поэтому мы оформили себе сразу тайскую на сайте Тай-паса. Второе, что нужно, забронированный отель сразу же с включенными 2 ПЦР-тестами, которые вам делают в первый же день, как только вы прилетаете. Также дают еще, в стоимость входят вот таких вот 2 теста, которые нужно сделать самому себе на 5-й день и отправить этот результат в приложение, и также трансфер, потому что сами вы доехать до отеля не можете, так как вы типа вот на карантине. Прилетели мы с Мальдив, сюда билеты нам обошлись примерно где-то $400 на двоих с багажом. Недешево, но другого варианта не было, так скажем. Зато мы прилетели премиум рейсом, 4,5 часа, Мале, Бангкок, и мы здесь. Прилетели в Дон Муанг аэропорт, там нас встретили, проверили все наши документы, очень все быстро. Ну, правда, проверок было несколько, но, в принципе, я думаю, что где-то за минут 40 мы все прошли. Там нас просто ждали с табличкой нашего отеля, который мы забронировали. Это Ибис, тоже его оставим, рекомендуем. Кстати, отель, трансфер, тесты и вот эти вот тесты обошлись нам в 6200 бат на двоих, это $200, то есть получается $100 с человека. Там же в аэропорту можно купить сим-карты, что мы и сделали, взяли себе разных операторов, потому что какой-то лучше где-то работает, какой-то хуже. Все цены там прям в аэропорту представлены, если честно, я не помню, мы просто берем себе всегда большие пакеты, потому что нам нужно работать, да это и не важно. Все, нас встречают, сажают в трансфер нас везет прямо в отель в Ибис, относительно недалеко, ехали мы, наверное, может быть, полчаса, здесь же прямо в отеле у нас взяли ПЦР-тест. Это было 10 вечера. Ну и давайте посмотрим, что входит в цену нашего отеля, карантина, чем кормят карантинщиков. Рис, яйцо, креветки, посмотрите, морепродукты, кальмары, какие-то штуки, это, наверное, тофу, и маленький такой вот десерт. В целом неплохо, с учетом того, что есть вода и кофе. Поели, легли спать, в 9 утра нам звоночек: ребята, ваши тесты
отрицательные, вы свободны, можете выселяться и ехать куда угодно. Но мы решили остаться в Бангкоке еще на несколько дней для того, чтобы съездить на шопинг, для того, чтобы Сергей мог оформить себе карту тайского банка, точнее переоформить. У нас уже очень давно эта карта, она, наверное, больше 3 или 4 лет, подходит ее срок действия, поэтому нужно уже обновляться. Ах, вот он, запах свободы Бангкока, шумный. Уже с самого утра все куда-то летят. И я тоже вышел прогуляться, зайти в 7-Eleven, что-нибудь купить на завтрак. Блин, ребята, я так рад, что мы сейчас в Таиланде. Ну и, конечно, мы соскучились по тайскому массажу. Смотрите, час стоит 250 бат всего лишь. Фуд-массаж 250 бат. Мы обязательно сходим на массаж, потому что на Мальдивах мы не сходили. На Шри-Ланке он был достаточно дорогой, там по 15, по 16 долларов. А здесь за 8 баксов вам сделают тайский хороший массаж. Мы поселились на улице Сухумвит, если я правильно говорю. И здесь капец как шумно. Это вот одна из таких больших артерий Бангкока. Здесь сверху даже проходит метро. Все шумит, все гудит. Все куда-то спешат. В общем, Бангкок, он такой вот прям в лучших своих традициях. Обожаю. Ну и, конечно, куда же я сразу отправляюсь, только прилетев в Таиланд? Ну это, конечно же, 7-Eleven. Соскучились все по вот этим бутербродикам, по вот этим пельмешкам, по кофе вкусному, вот этому 7-Eleven-овскому. Знаменитый звук. Так, друзья, нам нужно найти сразу же, что перекусить. У нас сейчас утро, и надо что-то себе выбрать вкусненькое. Может, что-то новенькое появилось? Так, ну, во-первых, надо найти бутербродики. Бутербродики вот типа вот таких вот они. 27 бат, ребята, меньше доллара. Берем 2. Кто-то любит больше с сосисками, я люблю больше с ветчиной. Гёдзе еще Валюша попросила найти. Кто-то любит со свининой, там со всей штукой. Мы же берем всегда с креветочками. Ребята, это просто какое-то возвращение в детство как будто. Знаете, что еще люблю в 7-Eleven? Освежиться, так скажем, таким вот небольшим orange juice. Я не знаю, витамин orange написано. В общем, это витамин С, такой вот баночке разбавлен. Я не знаю, насколько он натуральный, насколько он полезный, если честно, но очень вкусный. Здесь написано less sugar, то есть сахара практически здесь нету. Я обычно просто выпиваю залпом, но здесь я хочу прям покайфовать. Казалось бы, вроде обычный апельсиновый сок, но вот эти вот маленькие баночки всякие тайские, ну просто вызывают у меня какие-то милейшие чувства. Просто ностальжи. Обожаю также Таиланд за его удобство. Вот смотрите, в 7-Eleven кофе не было, а тут опа, рядом Amazon кофе. Мой любимый причем. Взял 2 кофейка и иду радовать Валюшку. Принес гостинцы. Так, распаковочка, боже мой, ладно, это чуть позже. Итак, то, чего мы не ели 2 года, это вот эти вот конвертики. Да, это вредно, да, это не полезно, но это вкус Таиланда, поэтому будем... Ну, пока я шел, возможно, чуть подостыли они, но все равно. Это мой любимый, с сыром и с ветчиной. Да, у меня такой же, точно такой же конвертик. Так, ну ладно, теперь еще у нас есть пельмешки. Следующий лот это пельмешки. Тоже, конечно, это все не на каждый день, это чисто пару раз поесть, потому что супер, это все, конечно, вредно, но это, блин, так вкусно! Пельмешки с креветками, вот такие вот гёдзе. Боже мой, давай, всё. кушаем. Самое главное, кофеечек. Это кофе из кофейни Amazon. Это нереально вкусно. С соевым не получилось, с обычным только. Угу. Соевого у них нет молока. То есть с обычным молоком. Еще я забыл трубочку. Ну ничего, у них новые крышки, можно вот так пить. Короче, ребята, чирс, давай. Давай, давай, Валюша.
Новый день начинается, новое Новая путешествие, да. Мы в Таиланде, походу, надолго. Мы, походу, здесь застряли и будем, походу, останемся навсегда. А чё нет? Путешествие на этом заканчивается, ребята. Наш блог будет посвящен жизни в Таиланде. Сейчас все российские банки отключили от Свифта, и у нас точно так же отключили Тинькофф Банк. Мы не можем ей пользоваться за границей, но, к счастью, у нас есть карты другого банка. У меня есть карта Касикорн банка, это банк Таиланда. То есть мы взяли свои рубли, перевели их в баты, обменяли, и все, мне на мой счет пришли баты. Но у меня заканчивалась карточка, и когда я купил себе еще новый телефон, то приложение удалилось со старого телефона, а на новый телефон я не могу поставить приложение, потому что я не нахожусь в Таиланде. Соответственно, служба безопасности банка понимает, что идет вход с какого-то другого государства, и не пускают. Соответственно, нужно было находиться в Таиланде. Поэтому я приехал вот в Касикорн банк, чтобы этот вопрос решить. Дал свой паспорт, дал свою карточку, мне выписали новую карту, вошли в приложение, подвязали новый номер телефона, потому что тот я потерял также. Вот, и сейчас, получается, у меня есть тайское приложение, тайская карта, и все мне это обошлось где-то в $15. То есть мне выписали новую карту и приложение, там какие-то вот эти за какое-то пользование еще сняли. Итого $15. И я теперь не завишу вообще от российских банков, что очень хорошо. Та монетизация, которая все-таки у нас есть на ютубе, то есть какие-то копейки еще нам приходят, можно уже оформить будет либо на тайскую карту, либо на европейскую. То есть с этим проблем у нас уже не будет. Это очень хорошо. Вот, одно задание выполнено. Также мы еще хотели съездить на шопинг куда-то, но непонятно, получится у нас сейчас или нет. Потому что, если честно, времени маловато. Завтра нам нужно уже вылететь на Пхукет, либо на Самуи. Но куда мы еще точно не знаем. Потому что мы ищем жилье. Пхукет немного сейчас дороговат, потому что там идет сезон. Ну а на Самуи чуть побюджетней, но зато там скучнее и не так много друзей. Ну что, мы выдвинулись в сторону 7-Eleven, потому что мы все-таки определились, куда мы полетим. Мы летим в Суратани, а оттуда на автобусе и потом на пароме поедем на Самуи. И пока что моя карточка сегодня не может производить онлайн платежи. Мы купили билеты с оплатой в 7-Eleven. И вот сейчас как раз сюда идем. Фишка в чем? В Таиланде до сих пор нужно носить маски. И штраф как бы составляет 20 тысяч бат. Поэтому нужно быть аккуратным. Господи, какой Бангкок шумный. Просто невероятно. Нужно ходить в маске даже на улице. Но, допустим, на островах, на Пхукете, на Самуи, на Пангане за этим никто не следит. А вот в Бангкоке лучше, конечно, маску одевать. Поэтому идем оплачивать. В 7-Eleven не получилось оплатить. Вызвали Grab. Здесь нету Uber, поэтому поедем на Грабе. 160 бат, едем в Tesco Lotus, чтобы оплатить. Tesco хотя бы получилось все оплатить. И раз уж мы сюда приехали, то зашли на фудкорт. Потому что уже близится дело к вечеру, и можно что-нибудь вкусненького тайского поесть. Я хотела еще сказать, что мы потратили 4590 бат, это $137. Это получается 2 билета на самолет до Суратани и 2 билета на автобус и паром до Самуи. Конечно, есть прямой самолет, но он стоит больше $200. Больше $200 на двоих, и мы решили, ну, время сейчас такое, надо экономить. Но не на еде так точно, хотя здесь ценник абсолютно гуманный. Можно, вот смотрите, 29 бат, 65, 60. То есть все в пределах $2-3. Вот если курицу брать с рисом, то меньше $2. Ну и вообще фудкорт огромный. Надо же за карточкой идти, тут нельзя наличными рассчитывать. Надо на карточку деньги закидывать, да?
Так, ну ладно, тут много всего вкусного и интересного. Сейчас пройдемся и что-нибудь себе выберем обязательно. Но за наличку здесь нельзя ничего не купить. Нужно подойти вот к кэш-карт, получить вот такую карту, закинуть на нее денег и уже с ней ходить покупать. Выбрали мы вот такое вот местечко. И здесь шримп, жареный рис с креветками я взяла, а Сережка взял Говядина. с говядиной, да. 60 бат, 60 бат. Итого 120 бат. Смотрите, прямо на наших глазах нам готовят жареный рис. Сначала мой рис с креветочками, потом добавляют туда, наверное, все, больше... готово, Все Валюш. уже готово. Как я хочу если есть. как хочется бутербродиками 7-Eleven не наешься. Я уже чувствую, что мы скоро так сильно похудеем. Мы на Мальдивах похудели. Я сегодня, кстати, был в Family Mart, а там же вот эти весы, куда копеечку кидаешь, и я похудел. Все нормально. Сколько? Я сейчас вешу в шортах и в майке 79 килограмм. Ага. Это мне тоже взвесится, кстати, сегодня. 5 минут и наша еда готова. Вот такая вот порция риса с креветочками. И еще в придачу идет супчик. Суп немножко сладковатый, с водорослями, 60 бат. У Сережки похоже, но с говядиной. И тоже супчик. Попробуй. И официально, пока ешь, можно снять маску. Это очень радует, что есть можно без маски. А то бы было так себе. Не, ну что, в суп еще всосать можно, а вот с рисом было бы сложнее. Да, это, конечно, дискомфортно, особенно когда ты мы путешествовали сколько лет, и нигде на улице не нужно было носить маски, а здесь, конечно, в Таиланде строго, но будем верить, что скоро все изменится. Ну, приехали мы в торговый центр. Гуччи, все вот это вот, Луи Виттон, все работает, все можно купить. Как называется? The Emporium называется. Emporium, вот. Сейчас будем тут Emporium полным ходом. Походим, погуляем, может быть, что-нибудь купим из одежды. Я думаю, что Zara тут тоже должна быть. Очередь в Гуччи, как вам такое? Да. Ну и очередь в Гуччи, конечно же. Куда же без нее. С 5-й попытки нашли мы все-таки Зару в соседнем здании. А то только Гуччи, Армани. Да, там слишком какие-то магазины для богачей были. Да, вот он нужен. Средний класс нормальный. Да. Масс-маркет. Так, ну слушайте, людей хватает. Сейчас моя принцесса посмотрит. Мне нужно просто пару рубашек, чтобы на острове прятаться от солнца. Да и все, может платьице какое-нибудь легенькое. Может еще что. Главное, экономно, Валюша. Конечно, я знаю. Бюджет в батах не резиновый. А Валюша там уже девочке все-таки надо чуть-чуть обновок каких-то после Мальдив. До Мальдив затаривали, сейчас после Мальдив, всегда ж нечего одеть, правильно? Ну а так, конечно, прошлись по Заре. $50 за рубашку. Говорю, Валюша, это чересчур, мне кажется. Обиделась на меня немного, говорит. Первый раз вообще за, несколько лет я такое услышала. Конечно, я говорю, не, Валюш, $50 за рубашку, чтобы на байке ездили, чтобы не сгорали руки. Я говорю, дороговато будет. Он такой, капец, все, у нас, походу, проблемы с бабками. Раз ты мне такое говоришь, значит, уже что-то произошло. Я говорю, конечно, слушайте, монетизацию на ютубе практически вырубили, доход упал в 5 раз, а что делать? Нужно сначала какие-то новые шаги сделать для восстановления дохода, а потом уже рубашки по $50 покупать. Я полностью согласна, но просто суть в том, что раньше-то ты не задумываешься, конечно, ты смотришь на цену, берешь то, что тебе нравится, а сейчас уже по-другому немножко, и просто очень тяжело осознать это в моменте. Да, такой, что типа, а мне что, сейчас надо на ценник смотреть? Я имею в виду приблизительно. Мы, конечно, всегда смотрели, но так сильно, конечно, не заморачивались. Учитывая то, что мне нужна рубашка просто на байке ездить, чтобы от солнца прятаться, то пойдет любая. Я согласен. Надо любая, Валюш. Так, давай, померь уже тогда уже, сделай зрителям приятно. Чисто, чтобы прятаться от солнышка. Все, цвет хаки. Слушай, тебе так идет. А она еще и 500 бат стоит. Вообще класс. Мне нравится, надо брать. Не, кроме шуток. Прям все полностью закрывает тебя. И все вообще идеально. Так, ребята, я хрен знает, что происходит, но тайцы с ума сошли в торговике. Смотрите, просто все снимают, что происходит. Смотрите, какой-то чувак, азиат.
Может, какая звезда, там, типа BTS или еще что-нибудь такое. Ну, мы вышли из торговика, все-таки взяли ту зелененькую рубашечку за 500 бат, нормально. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы, вот. Рубашка куплена, деньги сэкономлены. Ну и Бангкок, конечно, он красивый, высокий такой, небоскребы. Метро прям проезжает прямо вот здесь над головой. Вон оно едет. Просто кажется, что ты попал в будущее. Бангкок, конечно, классный город. Но город контрастов. Здесь как высотки, такие современные здания, крутые магазины, лучшие бренды. И в то же время здесь просто какие-то разваленные дома, трущобы. Кое-где есть бомжи. Да, поэтому город контрастов, конечно же, но он очень атмосферный. Мы как-то вот до сих пор не прочувствовали его полностью. Здесь очень много классных выставок, современного искусства. Но мы решили не задерживаться сейчас и улетаем уже на Самуи завтра. Точнее, сегодня ночью. На этом у нас такой вот легенький влог с Бангкока закончился. Я надеюсь, что контента сейчас будет больше. Вот. Я надеюсь. Вот. Я надеюсь, больше такого чувства с рубашкой я никогда не буду испытывать. Поэтому мы сейчас будем думать надо над искать новыми заработками. Новые источники дохода. Да, чтобы не смотреть, как и прежде, на цены и чувствовать себя комфортно. Потому что это ужасно, я вам скажу. Да, чувство такое себе. Ты немного бомжом себя начинаешь чувствовать. И это бьет по твоей самооценке. Вот. Но поэтому я всегда говорила, что не нужно останавливаться, нужно двигаться дальше, искать что-то новое. Потому что я не хочу понижать уровень своего комфорта. То есть для меня вот это вот была очень неприятная ситуация. Я буду делать все для того, чтобы больше таких ситуаций в жизни не было. Поэтому, ребятки, подписывайтесь, во-первых, на наш телеграм-канал. Ставьте лайки. Да, лайки под этот видосик. На инстаграм, если кто-то там еще живой, можете тоже подписаться. Ну и на канал не забудьте подписаться, написать какой-нибудь комментарий. Конечно, пояса, так скажем, нужно либо подзатянуть, либо искать новые источники дохода. Вас любим, обнимаем. Скоро увидимся. Всем пока.